Всем привет, народ! Поступило предложение или просьба, наверное, проверить емкость данного аккумулятора от Шурика из недавнего обзора Shark Pro. То есть Шурик такой классненький малыш. Вот, видите, я его зарядил до конца. Снимаем с заряда. Значит, хотел было разобрать, посмотреть, что там за банки, что там за плата. Но, друзья, поленился, потому что надо, смотрите, раз прорезь, два, тут три. И здесь 4. То есть фокус в чем? Надо одновременно четырьмя какими-то пластинками, либо сварганить какой-то ключ из 4 пластинок, вставить сюда, и чтобы разобрать аккумулятор. Защелочки довольно жесткие. Не захотел я заморачиваться с поиском этих всех пластинок. Вот, поскольку просили емкость, давайте сделаем емкость. Ну а перед этим нам надо с вами померить внутреннее сопротивление. Буду использовать в качестве контактов вот такие вот, друзья, лезвия от строительного ножа. Плюс правый, минус левый. Так, где наш измеритель сопротивления? Посмотрим, какое напряжение вот по окончании заряда и сопротивление. Ну что ж, давайте мерить. У нас показывает 108 миллиом и 16,5 вольт. 108 миллиом. Это получается, ну, грубо говоря, за минусом сопротивления лезвий, за минусом сопротивления платы, вот, примерно что-то в районе 25 миллиом на аккумулятор. Что, в принципе, не сильно плохо, ну и, конечно же, не сильно хорошо. Мы с вами уже, посмотрев элементы таблиц, поняли, что сопротивление может быть близко к нулю. Ну да ладно. В таком инструменте, я думаю, эти аккумуляторы будут работать хорошо и, надеюсь, долго, друзья. Опять же, не знаю, время все это дело покажет и рассудит. Значит, аккумулятор у нас построен на 4 элементах 18650. Все они включены, как мы понимаем, последовательно. Все это мы с вами измерили. Вырубаем этот приборчик и подключаем наш тестер нагрузки. Так, заработало, загорелось, засветилось. Подключаем, так, еще раз, плюс справа, минус слева. Смотри, не перепутай, Кутузов. Подключаем плюс и подключаем минус. Мы помним, что было 16,5 вольт. Также у нас здесь все это дело и показывает. Поскольку мы не знаем, что там за баночки, не знаем даташита, будем придерживаться одного простого принципа. А принцип этот такой, что большинство аккумуляторов тестируются на разряд током 0,2С. Что в нашем случае составит 0,4 миллиампера. Итак, устанавливаем 0,4 миллиампера. 0,4 миллиампера. То есть 0,4 ампера. 400 миллиампер. 0,4 ампера ток установили. И будем тестировать до самого низа. То есть 4 элемента по 2,5 вольта до 10 вольт. Погнали. У нас установлено 12,5. Вот мы с вами до 10 вольт его и будем сбрасывать. Все готово. Нажимаем кнопочку. Поехали тестировать. Почему не поехало, непонятно. Вот, не нажал я, видимо, кнопочку. Все, поехало. И обращаем внимание, что нагрузка настолько мала, что даже вентилятор наш не вращается. Все, друзья, ждем слива. Слив пошел. 1 миллиампер уже капнул. Итак, получили мы с вами следующий результат. Давайте я немножечко увеличу показания. И получили мы с вами 1176 миллиампер-часов из 2000 заявленных. Маловато будет. Вот, разряд длился 2 часа 56 минут. Разряд, напоминаю, был до 10 вольт, то есть, что обозначает до 2,5 вольт на элемент. К сожалению, за процессом разрядки не наблюдал. Не знаю, может быть, тут есть какая-то защита, которая остановила разрядку немножко раньше, нежели до 10 вольт. Ну, давайте посмотрим. Знаете, что обратно я поставлю все это дело, уберем. И поскольку наш аккумулятор стоял и курил, грубо говоря,
практически всю ночь мы посмотрим, до какого напряжения он восстановил свой заряд. Мне это очень интересно, не знаю как вам, но я вот сделаю такой вот проверочку такую. Так, надеюсь, вам видно. И смотрим. А у нас осталось 14,15 вольта. Вот такие дела. Ну и давайте вставим в наш шурик и посмотрим на индикатор. Так, каким же тебя боком тут вставить? Хоп. И нажимаем, смотрим. И мы видим, что у нас одно деление горит очень ярко, и одно... и все. И все. Вот такие вот дела. То есть наш аккумуляторчик, считай, полностью сел. Все, народ. Вот такой вот маленький тестик. Короткий, как и просили, на емкость. Всем пока. До новых видео. До новых встреч. Все, кино не будет. Электричество кончилось.